Здравствуйте. Сегодня я хотел бы сделать обзор очередной книги из моей библиотеки. Обзор не совсем обычный, потому что книга напрямую не имеет отношения к банкнотам. Это книга, которая посвящена Национальному почтовому музею Канады. Но издание настолько качественное, настолько богато иллюстрированное, как филателистическим материалом, так и гравюрами банкнотных компаний, что мне прям, я считаю, прям необходимым ее показать. Ну, давайте обо всем по порядку. Издание настолько крутое, что хочется показать прямо вот с самого начала, как оно изначально было упаковано. Упаковка каждой книги индивидуальная. Вот в таком виде оно попало ко мне. Собственно, сама упаковка не очень в хорошем состоянии, но зато благодаря этому книга сохранилась практически идеально. Книга в супер обложке, я буду показывать вот прям максимально подробно, потому что когда я искал себе, подбирал вариант для покупки, оказалось, что далеко не все книги в полной комплектности этого издания. Вот такая супер обложка. И пролистаю, наверное, впервые вообще все листы, все страницы, потому что здесь есть действительно что посмотреть. Очень качественное издание, очень богато, как я уже сказал, оформленное и иллюстрированное, в том числе со вклейкой вот таких вот многочисленных гравюр. В частности, вот это здание, старое здание парламента, Canadian Banknote Company, гравюра. Итак, очень качественная бумага, все очень-очень так богато сделано. Здесь вот у нас конгрев в виде герба, я не знаю, насколько хорошо видно, канадского герба. Покажу вот так вот, не знаю, видно или нет. В некоторых вариантах здесь руководитель почтовой службы Канады, была личная его подпись, но не на моем экземпляре. Видите, да? Книга представляет Национальный почтовый музей и посвящена его открытию 27 сентября 1974 года. Соответственно, некоторые экземпляры были подписаны самим руководителем почтовой службы. И еще одна важная надпись, что книга была напечатана в количестве 1200 экземпляров, и мой экземпляр 913. Повторюсь, из этих 1200 экземпляров далеко не все на рынке в полной комплектности. Если вы вдруг озаботитесь, заинтересуетесь этим вопросом, конечно, надо смотреть. Следующая, вот еще одна гравюра с бобрами. Бобры, потому что они были на первой канадской марке изображены. Что-то я буду побыстрее пролистывать, где-то буду останавливаться поподробнее. Очень много непосредственно марок. Я не знаю их ценности. Для меня было важно только, чтобы вот комплектность книги была полной. Ну, наверняка это не самые дорогие какие-то позиции, но просто для иллюстрации это очень здорово. Музей создавался, вот я почитал немного историю, на самом деле он уже не существует, он существовал с 1974 по-моему, 1988 год как независимый музей, потом его объединили с какими-то другими музеями, и позднее он вообще, по-моему, в 2012 году он вообще закрылся. История почтовой службы, ну, в 70-х годах, так пролистаю побыстрее, не очень интересно вот эти моменты, где есть гравюры, видите, они вручную вклеены, подписанные, очень здорово, тоже Canadian Banknote Company. Вот. А на тот период, в 70-х годах, конечно, почта была на подъеме, и в рамках этого музея было организовано и отделение филателистического общества канадского, и даже отделение связи для гашения там конвертов, марок и так далее, для продажи. Вот еще марки. И вот к открытию музея сделали вот такую богатейшую, очень крутую книгу. Я не знаю, если есть что-то похожее, такие похожие издания каких-то других музеев, связанных с почтой, с денежными знаками и так далее, было бы очень интересно найти. Гравюра тоже Canadian Banknote Company. Этот вагон переселенцев, известнейшая гравюра. Много где использовалось. Еще марки. Дальше идет тема разных типов транспортных средств, которые почта использовала.
Это British American Banknote Company, как видите, да, Монреаль. Гравюра 1874 года. Здесь у нас 884 года, тоже British American. Очень здорово. Прям вот отдельное произведение такое. Не произведение искусства, но полиграфического искусства. А цветные изображения, они вклеены отдельно. Здесь у нас вот тут что-то я пролистнул, здесь ничего не было. Тема железных дорог. Еще железные дороги, паровозы. Тоже British American. Еще марки. Можно было подсчитать количество, но я вот вам пролистываю практически каждый лист, то есть видно. Можно будет посчитать, сколько должно быть гравюр. Повторюсь, на некоторых форумах я видел информацию о том, что разрознены экземпляры, марки утеряны, гравюры вырваны, как-то удалены из книги и так далее. Поэтому важно смотреть комплектность издания. Еще марки. Смотрите, какие поля шикарные, да, текст и поля. Так, очень роскошно все сделано. Бумага тоже особенная, насколько я знаю. Там можно сейчас в конце посмотрим блок марок интересный с историей перемещения письма, доставки его адресату, авиационная составляющая. Но я не буду на этом останавливаться, хотя, конечно, можно было. Но опять же, это не банкноты, но с другой стороны интересно. Вот. Здесь есть гравюра тоже посвященная авиации. 1928 год, тоже Canadian Banknote Company. Здесь у нас целых раз, два, три. Один в воздухе, 3 самолета и грузовик. Прям можно было бы подробнее порассматривать. Дальше что у нас? Еще авиационная марка. Вот это, с чего я начал, очень нравится мне тоже этот разворот. Иллюстрация картины, да, и картина, и как она перенесена была на канадскую марку соответствующую. И вот этот разворот просто потрясающий. Он много где в таких книгах про банкноты или про производство фигурирует. Это разные типы производства, то есть разные типы печати изображения. Видите, да? Гравюра на стали, литография, комбинация литографии, гравюра на стали, фотогравюра и комбинация фотогравюры и гравюра на стали с конкретными изображениями таких результатов такого производства. Очень здорово, очень круто. Прям в один ряд. И в завершение, вот здесь выходные данные. Опубликовано почтовой службой Канады. Дизайн, консультанты, типография, вплоть до того, кто подписывал руками и так далее, и так далее. Какая бумага была использована. Очень-очень здорово, очень круто. Такое вот издание. Повторюсь, очень приятно держать в руках, очень крутое, хотя и не имеющее прямого отношения к бумажным денежным знакам. Спасибо большое, что посмотрели. Надеюсь, было интересно. Увидимся.